Вы привыкли видеть боровое на открытках, синяя гладь воды, сосны, цепляющиеся за камни и чистейший воздух. Вы приезжаете сюда за покоем, думая, что горы — это лишь красивые декорации для вашего отпуска. Трагическая ирония в том, что боровое — это не курорт. Это гигантская, природная тюрьма времени. Вы ходите по тропам, не зная, что гранит под вашими ногами — это застывшая ярость земли, которая миллионы лет назад пыталась вырваться наружу. В 1938 году в одном из отчетов ОКПУ, курировавших строительство первых здравниц, была сделана пометка «Место обладает свойством психологического изъятия». После того, как я понял, что скрывается за этим медицинским термином, я перестал доверять тишине этих лесов. Сегодня я покажу вам 11 тайн борового, которые веками охраняли скалы. Мы заглянем в танцующую рощу, узнаем, чьи тени живут в пустых окнах заброшенных санаториев, и спустимся на дно озера, где время течет в обратную сторону. Самое тяжелое место в самом конце. Место, которое невозможно увидеть, но которое чувствует каждый, кто хоть раз оставался в лесу борового после захода солнца. Я не местный, но каждый раз, когда я вхожу под сень этих сосен, я чувствую, как пространство вокруг меня становится густым. Словно лес — это живой разум, который уже начал свою охоту. Поехали. Попробуйте представить себе поверхность воды, которая никогда не бывает спокойной внутри, даже если снаружи полный штиль. Озеро Бурабай. Жемчужина края. Вы катаетесь на лодках вокруг Жумбактаса, любуетесь прозрачностью воды и думаете, что дно — это просто песок и камни. Но если спуститься ниже отметки в 7 метров, реальность Бурабая начинает меняться. Ощутите этот холод. В Боровом есть слои воды, температура которых не меняется даже в самое жаркое лето. Она всегда держится на отметке плюс 4 градуса. Но самое странное не в температуре, а в том, что находится под слоем ила. Всмотритесь в записи из личного архива водолаза-инструктора по фамилии Соколов, который в начале 90-х участвовал в очистке дна в районе Голубого залива. Его рассказ, записанный на старую кассету, описывает нечто, не вписывающееся в озерную экологию. Прислушайтесь к его голосу. На глубине 10 метров я наткнулся на участок, очищенный от ила. Идеально ровный круг диаметром метров 5. Поверхность была не каменной, это был материал, похожий на черный полированный обсидиан. Но стоило мне коснуться его перчаткой, как я почувствовал вибрацию. Это не был гул лодочных моторов. Звук шел из самой бездны. Низкое, ритмичное гудение, напоминающее работу огромной турбины. А потом в свете фонаря я увидел тени, они не плавали в воде, они двигались внутри самого этого черного круга. Словно под дном Бурабая находится еще один уровень, заполненный не водой, а какой-то другой, более плотной материей. В тот момент мой манометр начал показывать глубину в 300 метров, хотя я находился в 10 метрах от поверхности. Пространство озера просто схлопнулось вокруг меня. Соколов вскоре навсегда оставил погружение, утверждая, что Бурабай — это гидравлический затвор информационной воронки. Место, где вода работает как линза, соединяющая нашу реальность с тем, что спит под гранитами Сары-Арки. Специалисты называют это эффектом озерной рефракции времени. Почему именно в Бурабае люди чаще всего пропадают на глазах, ныряя в метре от берега и больше не появляясь на поверхности? И чьи огни, медленно плывущие под водой, видят сторожа лодочных станций в 3 часа ночи, если в озере запрещено ночное судоходство? Старики говорят, Бурабай не глубокий, он просто не имеет дна в нашем понимании. Когда вы будете плавать в озере, не пытайтесь достать до дна там, где вода кажется черной. Бурабай уже почувствовал тепло вашего тела. И он очень не любит, когда кто-то пытается подсмотреть за тем, что он прячет в своих холодных течениях. Но если озеро пугает своей глубиной, то следующее место в нашем списке стоит прямо посреди воды. Загадочный камень Жумбактас. Камень, который умеет менять лица и который, по слухам, является не просто скалой, а окаменевшей памятью тех, кто пришел к нему с просьбой. Вы медленно дрейфуете на лодке по зеркальной глади озера.
Прямо перед вами, словно вырванный из контекста береговой линии, возвышается Жумбак-Таэс, скала-загадка. Визитная карточка Бурабая, о которой каждый гид расскажет вам красивую легенду о красавице-пленнице, превратившейся в камень. Вы смотрите на этот гранитный монолит и видите, как он меняет очертания. Молодая девушка превращается в старуху, а та — в египетского сфинкса. Теневая сторона этой оптической игры заключается в том, что Жумбак-Тас — это не просто причуда выветривания. Это природный экран, чья поверхность обладает коэффициентом преломления, невозможным для обычного камня. Почувствуйте эту тишину, которая сгущается вокруг скалы. Здесь не летают чайки, а рыба обходит подножие Жумбак-Таса по широкой дуге. Воздух в радиусе 5 метров от камня пахнет не озерной водой, а старым сухим деревом и раскаленным кремнием, даже если на улице стоит прохладное утро. Если вы коснетесь ладонью шершавого гранита, вы почувствуете не холод камня, а едва уловимое покалывание. Словно скала, это гигантский конденсатор, заряженный энергией миллионов взглядов. Проанализируйте свидетельство группы студентов-геологов из Омска, зафиксированное в полевом дневнике экспедиции 1982 года. Они заночевали на берегу прямо напротив Жумбак-Таса. Вдумайтесь в суть их записей, которые долгие годы считались массовой галлюцинацией. В 3 часа 15 минут ночи поверхность скалы начала светиться. Не отраженным лунным светом, а изнутри. Камень стал полупрозрачным, словно он состоял из мутного льда. Мы увидели, что внутри монолита нет породы. Там, в самой глубине, находились фигуры людей, сотни силуэтов, застывших в движении. Они не были похожи на пленников древности. На них была одежда разных эпох, от средневековых халатов до современных курток. Самое жуткое случилось через минуту. Скала дрогнула, и профиль старухи на мгновение принял черты одного из наших студентов, который смотрел на нее в бинокль. Словно Жумбак-Тас — это не просто памятник, а ловушка для отражений, которая поглощает внешность каждого, кто смотрит на нее слишком долго или слишком внимательно. Тот студент вскоре бесследно исчез в лесах Борового, а скала Жумбак-Тас на следующий день приобрела новый, едва заметный выступ в районе лица, которого не было на фотографиях прошлых лет. С точки зрения волновой оптики и теории фотохромного захвата кристаллической решетки, Жумбак-Тас — это не просто камень. Это природный фотонный накопитель. Материал скалы вступает в сложный резонанс с солнечным светом и поверхностью воды, превращаясь в гигантское зеркало, которое фиксирует не текущий момент, а некое среднее арифметическое всех образов, которые когда-либо на него падали. Специалисты называют это эффектом миметической ловушки ландшафта. Почему именно возле Жумбак-Таса люди чаще всего испытывают приступы внезапной амнезии, забывая, зачем они приплыли к скале? И чьи голоса, зовущие на разных языках, доносятся из-под воды у основания камня в тихие безлунные ночи? Местные старики-лодочники знают, если вы увидели в очертаниях скалы знакомое лицо, не подплывайте ближе. Жумбак-Тас уже начал процесс копирования, и следующей фигурой внутри этого прозрачного гранита может стать ваша собственная. Когда вы будете фотографировать Жумбак-Тас, не смотрите в объектив слишком долго. Камень-загадка не любит, когда его пытаются разгадать. Он предпочитает сам задавать вопросы, на которые у живых нет ответа. Всмотритесь в этот величественный пик, чья вершина кажется плоской, словно ее срезали гигантским лезвием. А к GPS не долетит стрела. Символ гордости и неприступности всего края. Для каждого туриста это обязательная точка маршрута, легенда о храброй девушке и выстрелах из лука. Но горькая правда в том, что Окджетпес — это самый мощный акустический резонатор в Центральной Азии. И его работа не имеет ничего общего с романтическими преданиями. Почувствуйте плотность воздуха у подножия. Он пахнет не только хвоей, но и горелой бумагой и озоном. Здесь птицы действительно ведут себя странно, хищники никогда не кружат над самой вершиной, словно там находится зона, в которой крылья теряют подъемную силу. Если вы крикнете в сторону Окджетпеса, эхо вернется к вам не сразу. Оно задержится ровно настолько, сколько нужно горе, чтобы переработать ваш голос.
Вспомните рапорт инженера-акустика по фамилии Тарасов, который в 1976 году входил в группу по изучению ветровой нагрузки на скальные массивы Кокшетау. В его рабочем журнале, ныне хранящемся в закрытом архиве ведомства, зафиксирована деталь, от которой холодеет кровь. Пропустите через себя его записи, мы установили микрофоны на северном склоне Акжетпеса. Был полный штиль, но аппаратура начала фиксировать звук огромной мощности в инфразвуковом диапазоне. 7 Гц. Частота, вызывающая у человека неконтролируемый ужас. Но самое необъяснимое — это обратное эхо. Я произнес в рупор тестовую фразу, а через 3 минуты гора ответила мне плачем. Это не был повтор моего голоса. Это был звук тысяч людей, кричащих одновременно на языке, который не слышали в этих степях сотни лет. Словно гранит Акжетпеса, это не камень, а гигантская многослойная пластинка, на которую записан каждый крик, когда-либо раздававшийся в этих лесах. Мы зафиксировали всплеск температуры камня на вершине до 50 градусов, хотя вокруг лежал снег. Гора буквально перегрелась от трансляции собственной памяти. С точки зрения геофизики и кристаллографии, Акжетпес представляет собой феномен пьезоэлектрической деформации монолитных структур. Ситуация, при которой давление пластов и ветровая эрозия превращают скалу в автономный радиопередатчик прошлого. Специалисты называют это эффектом литосферного громкоговорителя. Почему именно на вершине Акжетпеса часы, и механические, и электронные, начинают спешить на 12 минут в час? И чьи тени, длинные и неестественно тонкие, видят альпинисты на отвесных стенах в моменты, когда солнце стоит в зените? Старики говорят, скала не долетит стрела, защищает не людей. Она защищает то, что лежит в ее основании, холодное сердце Сарыарки, которое не должно быть разбужено. Когда вы будете стоять на поляне Абылай-хана, глядя на этот пик, не пытайтесь вызвать эхо ради забавы. Тот, кто ответит вам из глубины гранита, может быть гораздо ближе, чем вам кажется. Вы покидаете берега озер и выходите на современную трассу, соединяющую Боровое и Щучинск. Идеальный асфальт и яркая разметка, сосновый бор по обе стороны. Для водителя это самый комфортный участок пути. Но у этого комфорта есть своя, теневая статистика. Между 12 и 15 километрами трассы существует зона, которую местные гаишники со стажем называют нулевым километром. Ирония заключается в том, что на этом прямом, как стрела, участке дороги аварии происходит чаще, чем на самых крутых горных серпантинах. И причины этих катастроф не поддаются логике дорожных правил. Ощутите этот странный эффект. Когда вы въезжаете в эту зону, шум двигателя вашего автомобиля внезапно становится тише, а цвета за окном ярче и контрастное. Воздух в кабине пахнет не бензином, а свежевыстиранным бельем и старым асфальтом, которого здесь не было 30 лет. Проанализируйте показания водителя-дальнобойщика по фамилии Исенов, зафиксированные после странного инцидента в 2005 году. Его фура съехала в кювет на абсолютно сухой дороге в ясную погоду. Вникните в его слова: «Я ехал со скоростью 80 км в час». Дорога была пуста. Внезапно я увидел в зеркале заднего вида самого себя. Но не отражение в кабине, я видел свою фуру, которая ехала мне навстречу. С той же скоростью, в той же полосе. Я моргнул, думая, что это блик, но встречная машина была абсолютно реальной. Она не проехала мимо, она прошла сквозь меня. В момент столкновения в кабине наступила абсолютная тишина, и я увидел на спидометре дату — 12 июля 1983 года. Я увидел сосны, которые были намного меньше, и дорогу, покрытую старыми трещинами. Это длилось секунду, а потом меня просто выкинуло с трассы. Приборы в машине сгорели все до единого, а в моей памяти стерлись последние 3 часа пути. Словно дорога на Щучинск — это не путь, а петля, в которую иногда попадают случайные путники. С точки зрения прикладной хронодинамики, этот участок трассы представляет собой феномен бифуркации транспортного потока в точках тектонического напряжения. Ситуация, при которой современные коммуникации, проложенные над древними разломами, создают зоны временного наслоения.
Специалисты называют это эффектом зеркального асфальта. Почему именно на этом участке водители чаще всего видят машины-призраки образца 70-х годов, которые исчезают при попытке обгона? И чьи голоса, зачитывающие дорожные сводки времен СССР, пробиваются в современные FM-приемники именно между 12 и 15 километрами? Боровое не любит новых дорог. Оно предпочитает те тропы, по которым люди ходили задолго до появления двигателя внутреннего сгорания. Когда вы будете ехать по этой трассе вечером, не смотрите в зеркало слишком долго. Вы можете увидеть там не дорогу, а самого себя, возвращающегося из поездки, которая еще не началась. Чтобы почувствовать истинный масштаб человеческого отчаяния, нужно оставить парадные набережные и углубиться в самые глухие уголки леса. Там, среди вековых сосен, гниют остовы заброшенных здравниц. Санаторий «Лесной». В советские годы закрытое учреждение для лечения функциональных расстройств партийной элиты и офицеров спецслужб. Место, где чистый горный воздух должен был возвращать рассудок тем, кто потерял его в лабиринтах большой власти. Теневая правда Лесного в том, что это была не здравница, а полигон для изучения влияния гранитной статики на человеческий мозг. В 1962 году здесь работала группа врачей из секретного 5-го управления Минздрава СССР. Почувствуйте этот запах, если осмелитесь зайти в пустой лечебный корпус. Здесь пахнет не сосновой смолой, а хлорамином, старым спиртом и застоявшимся страхом. Этот запах не выветривается десятилетиями, несмотря на отсутствие окон. В пустых процедурных кабинетах до сих пор стоит гул, напоминающий звук работающей аппаратуры для электрошока. Проанализируйте дневник бывшего охранника объекта по имени Канат, который дежурил здесь в начале 90-х во время окончательной ликвидации учреждения. Его записи приоткрывают дверь в то, что должно было остаться запечатанным навсегда. Попытайтесь синхронизироваться с его словами: «В 2 часа я делал обход 2-го этажа». Питание в здании было отключено полгода назад. Но когда я подошел к палате номер 304, я увидел свет. Мягкое янтарное свечение лилось из-под двери. Я открыл ее и замер, комната была обставлена как в 60-е. На койке сидел человек в пижаме и читал газету. Но он был прозрачным. Я видел сквозь него стену и сосны за окном. Он поднял голову и посмотрел на меня, в его глазах не было белков, только сплошная чернота, в которой отражались вспышки пусков на Байконуре. Он произнес фразу: «Лес снова запрашивает данные». В этот момент стены палаты начали покрываться инеем, а из динамика внутренней связи, который валялся на полу, донесся ритмичный писк морзянки. Здание санатория продолжало выполнять свою функцию, оно перекачивало энергию своих пациентов в гранитные пласты гор. Канат вскоре сменил профессию, утверждая, что заброшенные санатории Борового — это автономные мнемонические конденсаторы. Место, где архитектура и природа объединились, чтобы создать бесконечный цикл воспроизведения болезни. Специалисты называют это эффектом патогенной рекурсии пространства. Почему именно в заброшенном Лесном приборы ночного видения фиксируют силуэты людей в белых халатах, которые проводят обходы пустых комнат ровно в полночь? И чьи крики, переходящие в ультразвуковой свист, слышат туристы-дикари, рискнувшие разбить лагерь неподалеку? Боровое — это не только чистые легкие. Это огромный архив человеческого безумия, запертый в бетоне и соснах. Когда вы увидите среди деревьев серые руины старых корпусов, не пытайтесь зайти внутрь за красивыми кадрами. Санаторий все еще ждет своих пациентов. И его диагноз для вас может оказаться окончательным. Всмотритесь в эти белые стволы, которые вместо того, чтобы стремиться к солнцу, изгибаются в неестественных, мучительных судорогах. Танцующая роща. Березняк на берегу озера Бурабай, ставший излюбленным фоном для фотографий тысяч туристов. Люди смеются, позируют внутри древесных колец и называют это сказкой. Ирония заключается в том, что танцующая роща — это не сказка. Это застывший в дереве крик биологической материи, столкнувшийся с силой, которая ломает структуру ДНК так же легко, как сухую ветку.
Попробуйте ощутить этот запах. Внутри рощи воздух неподвижен. Здесь не пахнет свежестью леса, здесь стоит густой, приторный аромат древесного сока, напоминающий запах крови. Вы заметите одну странную деталь: в танцующей роще нет птичьих гнезд. Птицы облетают этот гектар по дуге, а насекомые здесь движутся по спирали, словно подчиняясь невидимому водовороту. Проанализируйте фрагмент отчета ботаника-генетика по фамилии Аманжолов, который в 1986 году проводил микроскопическое исследование древесины местных берез. Его записи, помеченные грифом «для служебного пользования», описывают аномалию на клеточном уровне. Вслушайтесь в его выводы: срез ствола номер 12. Клеточная структура берез в танцующей роще не соответствует норме. Волокна не растут вертикально, они закручены в идеальную математическую спираль, точно повторяющую форму галактик или ДНК. Но самое пугающее — это реакция на свет. В ночное время клетки коры продолжают вырабатывать энергию, потребляя углекислый газ в объемах, превышающих дневную норму в 10 раз. Словно деревья, это не растения, а биологические насосы, которые выкачивают из почвы не воду, а некую информационную субстанцию. Я приложил ухо к изогнутому стволу и услышал звук. Это не был шум соков. Это был ритмичный стук, напоминающий код Морзе, доносившийся из самой сердцевины дерева. Роща не танцует, она пытается развязать узлы, которыми земля Сараарки связала ее корни. Аманжолов вскоре прекратил работу, утверждая, что танцующая роща — это вегетативная морфологическая инверсия гранитного разлома. Место, где радиация камня заставила живую плоть принять форму невидимых силовых линий. Специалисты называют это эффектом биологического захвата тектонической статики. Вы могли замечать странное покалывание в ладонях, когда касаетесь коры этих берез. Это не статическое электричество. Это ваши собственные нервные окончания вступают в резонанс с ритмом рощи. Почему именно в этом месте люди чаще всего испытывают приступы головокружения и потерю пространственной ориентации? И чьи силуэты, напоминающие изломанные человеческие тела, видят туристы на снимках, сделанных в роще в сумерках, если в кадре были только деревья? Когда вы захотите сфотографироваться в кольце березы, не просовывайте туда голову. Танцующая роща — это биологический капкан. Эти деревья не согнулись от ветра, их согнуло то, что живет прямо под ними. И если вы задержитесь в их объятиях слишком долго, вы рискуете выйти из леса с тем же изломом внутри своей души. Но если роща — это ужас биологический, то следующее место в нашем списке скрыто в темноте камня. Пещера Кинисары. Место силы, которое официально считается историческим памятником, но которое в реальности является дверью в пласты времени, где человеческий разум растворяется без остатка. Оставьте зеркальную гладь озер и поднимитесь по каменистой тропе к одному из невысоких хребтов, окружающих Бурабай-Краткое. Здесь, в толще серого гранита, скрыт узкий вход в пещеру Кинисары. Для историков это сакральное место, где в середине XIX века отдыхал после охоты последний хан кочевников. Для обычного туриста это небольшое, пыльное углубление в скале, где можно спрятаться от полуденного зноя. Трагическая ирония заключается в том, что пещера Кинисары — это не просто памятник истории. Это хроноакустический изолятор. Место, чьи стены обладают способностью полностью поглощать внешнее время, заменяя его ритмом, который старше человеческой цивилизации. Почувствуйте этот переход. Как только вы переступаете порог пещеры, шум соснового леса за вашей спиной исчезает мгновенно, словно кто-то выключил звук. Воздух здесь сухой и неподвижный, он пахнет не лесом, а раскаленным металлом и очень старой кожей. Температура внутри всегда на 5 градусов ниже, чем у входа, но этот холод не освежает. Он давит. Всмотритесь в фрагмент отчета этнографа-краеведа по фамилии Сапарбаев, который в 1974 году занимался сбором легенд в районе горы Кокшетау. Его записи, затерянные в архивах Академии наук, фиксируют инцидент, который коллеги назвали «высотным кислородным голоданием». Пропустите через себя его слова: «Я вошел в пещеру Кинисары в 14 часов.
В руках у меня был компас. Стоило мне углубиться на 3 метра, как стрелка прибора начала вращаться с бешеной скоростью против часовой стрелки. Я сел на камень, чтобы записать данные, и услышал звук не эхо леса, а ритмичный гул сотен голосов, поющих боевой клич. Но это не были люди снаружи. Звук шел из самих гранитных стен. Самое страшное случилось, когда я посмотрел на вход. Вместо солнечного леса я увидел бесконечную ночную степь, по которой двигались тысячи факелов. Я пробыл в этом состоянии, как мне казалось, 5 минут. Но когда я вышел на свет, выяснилось, что наступило следующее утро. В моей памяти отсутствовали 14 часов жизни, а кожа на руках была покрыта мелким серым налетом, напоминающим пепел от костров, которые погасли 150 лет назад. Сапарбаев вскоре оставил научную деятельность, утверждая, что пещера Кинисары — это квантовый хроноклазм изолированной полости. Место, где структура гранита в сочетании с формой пещеры создает условия для прокола временных пластов. Специалисты называют это эффектом литосферной регрессии сознания. Почему именно в районе пещеры Кинисары современные смартфоны и GPS-навигаторы показывают координаты точек в открытом море или в глубине Сахары? И чьи тени в тяжелых доспехах видят пастухи на склонах горы в ночи полнолуния, если на вершине нет ни одной живой души? Боровое хранит в себе не только покой ханов. Оно хранит их ярость. И эта ярость до сих пор пульсирует в темноте этой гранитной камеры. Когда вы окажетесь внутри пещеры, не пытайтесь зажигать спички или проверять время. Место уже начало свою работу. И если тишина вокруг вас станет слишком плотной, уходите. Иначе вы рискуете выйти из пещеры в мир, где вас никто не узнает, потому что для вас время остановилось, а для него ушло на столетия вперед. Но если пещера Кинисары пугает своей временной ловушкой, то следующее место в нашем списке — это территория чистого химического безумия. Озеро Большое Чебачье. Мертвая зона, в заливах, где вода имеет состав, невозможный для пресного водоема, и где в глубине живет то, что официально считается ошибкой природы. Чтобы понять, что Боровое — это не только сосны, но и бездна, вам нужно оставить уютные пляжи Бурабая и выйти к берегам Большого Чебачьего. Это самое глубокое и холодное озеро края. 33 метра прозрачного льда даже в летний полдень. Для дайверов это рай с видимостью до 20 метров. Для рыбаков — место, где водится самая крупная рыба. Теневая сторона Большого Чебачьего скрыта в его северо-западных заливах, которые местные жители называют «мертвыми карманами». Здесь вода обладает свойствами, которые гидробиологи предпочитают не обсуждать в открытой печати. В определенных секторах она имеет щелочной состав, более характерный для закрытых урановых отстойников, чем для природного водоема. Почувствуйте эту странную неподвижность. В мертвых заливах Большого Чебачьего никогда не бывает ряби, даже при сильном ветре. Вода здесь кажется тяжелой, маслянистой и имеет отчетливый металлический привкус, который вы ощущаете, просто вдыхая воздух у кромки. Здесь не растет камыш, а дно усыпано не песком, а белым порошком, напоминающим измельченную кость. Всмотритесь в фрагмент отчета гидробиолога по фамилии Карабаев, зафиксированный в 1981 году во время планового забора проб в рамках программы «Чистая вода». Его записи, изъятые из районной СЭС, описывают биологическую аномалию, которую власти списали на техническую неисправность зонда. Вникните в суть его наблюдений. Станция забора номер 47. Глубина 12 метров. Приборы зафиксировали полное отсутствие кислорода в придонном слое, что в условиях проточности озера невозможно. Но самое необъяснимое — это органика. В объектив подводной камеры попало существо, напоминающее гигантского чебака, но лишенное чешуи. Его кожа была прозрачной, а внутри тела пульсировал орган, излучающий тусклый зеленый свет. Существо не плыло, оно лежало на дне, и вокруг него вода начинала буквально закипать, хотя датчики показывали стабильные плюс 4 градуса. Когда мы попытались поднять образец грунта рядом с ним, трос лебедки просто перегорел, словно его коснулись сварочным аппаратом. В ту ночь я понял, что Большое Чебачье — это не озеро,
а гигантский химический реактор, в глубине которого природа ставит эксперименты по созданию форм жизни, способных существовать в условиях абсолютной агрессивной среды. Карабаев вскоре был отстранен от полевых работ, а залив номер 47 был помечен на картах как «зона неустойчивого дна». С точки зрения молекулярной лимнологии и геохимии, Большое Чебачи представляет собой феномен эндогенной химической инверсии замкнутого бассейна. Ситуация, при которой древние тектонические разломы под дном озера выбрасывают в воду концентрированные соли тяжелых металлов, создавая линзы экстремальной плотности. Специалисты называют это эффектом гидрохимического саркофага. Почему именно в Большом Чебачьем водолазы чаще всего находят идеально сохранившиеся лодки 40-х годов, в которых дерево не сгнило, а металл не покрылся ржавчиной? И чьи сигналы в ультразвуковом диапазоне фиксируют эхолоты современных катеров именно над глубокими впадинами, если в озере нет никаких подводных аппаратов? Озеро Чебачье не просто хранит воду, оно консервирует историю, превращая ее в едкий щелочной раствор. Когда вы будете стоять на каменистом берегу этого озера, не пытайтесь умыться водой из закрытых заливов. Место уже начало процесс поглощения ваших данных. И если прозрачная вода покажется вам слишком манящей, помните, на ее дне лежат те, кто тоже когда-то поверил в ее чистоту. Но если озеро пугает своей химической тишиной, то следующее явление в нашем списке вы слышите кожей каждую ночь, проведенную в лесу. Шепот сосен. Акустический феномен Борового, который на самом деле является не шумом ветра, а трансляцией имен тех, кто навсегда остался в гранитных складках этих гор. Вы не можете от него скрыться. В лесах Борового он — единственный настоящий голос. Шепот сосен. Для туриста это приятный шум ветра в кронах вековых деревьев, успокаивающая колыбельная природы. Но для тех, кто понимает физику звуковых волн, этот гул — ничто иное, как огромная база данных, которую реликтовый лес Арарки собирал веками и теперь транслирует в пустое пространство ночи. Теневая сторона этого явления заключается в том, что хвоя сосен обладает уникальной способностью модулировать воздушные потоки. Миллиарды иголок работают как струны гигантского инструмента, превращая хаотичный ветер в артикулированные звуки, пугающе похожие на человеческую речь. Почувствуйте это состояние атмосферы. Воздух в глубине соснового бора в 3 часа ночи становится электрическим, вы ощущаете легкое покалывание на коже, а волосы на руках приподнимаются. Пахнет не просто смолой, а сухим озоном и старой кожей. Когда ветер стихает на открытых участках, внутри леса он продолжает жить своей жизнью. Он шепчет. Это не метафора. Это акустическая реальность, с которой столкнулись лингвисты еще в советское время. Вдумайтесь в записи профессора-фоноскописта по фамилии Исмаилов, который в 1965 году проводил полевые исследования диалектов в районе Кокшетау. Его магнитофонные ленты, ныне хранящиеся в закрытом фонде Института языкознания, зафиксировали феномен, который назвали аэральной вокализацией ландшафта. Попробуйте пропустить через себя его слова. Мы установили аппаратуру в глухом распадке за горой Обжетпес. Был полный штиль, датчики ветра показывали 0. Но на ленте отчетливо прописался звук. Это был голос, монотонный, лишенный интонаций, который зачитывал список имен. Я позвал старого местного егеря, и когда он услышал запись, его лицо стало белым. Он узнал имена. Это были воины одного из родов, которые бесследно исчезли в этих лесах во время зимнего бурана 1836 года. Но голос на ленте не просто называл их, он перечислял их родовые знаки, тамги, и описывал место, где сейчас стоят фундаменты наших домов. Словно сосны, это не деревья, а биологические резонаторы, которые впитали в себя предсмертные крики тысяч людей и теперь, спустя столетия, просто проигрывают их обратно в атмосферу. Исмаилов вскоре прекратил работу, утверждая, что Боровое — это фононная матрица памяти предков. Место, где природа взяла на себя роль архивариуса человеческих трагедий. Специалисты называют это эффектом эоловой мнемоники. Вы могли замечать это сами, ночуя в палатке, внезапные звуки в кронах, которые звучат как ваше имя, или шум, напоминающий шепот сотен людей за тонкой стеной ткани. Это не воображение,
это сосны Борового используют ваше присутствие как усилитель. Чьи жизни они переваривают прямо сейчас? И почему именно в этом лесу зафиксирован самый высокий уровень слуховых галлюцинаций у людей, находящихся в состоянии одиночества? Местные жители со стажем советуют, если в ночном лесу вы отчетливо услышали голос, зовущий вас по имени, не отвечайте. Ветер не ищет диалога. Он лишь проверяет, готовы ли вы стать частью его следующей записи. Сараарка продолжает свою бесконечную перекличку, и вы для нее лишь очередная звуковая частота, которую нужно зафиксировать в гранитных складках времени. Но если шепот сосен — это ужас летучий и неуловимый, то следующее место в нашем списке — это тяжелый гранитный монолит, скрывающий под собой тайну массового исчезновения. Кладбище серых скал. Место, где Земля до сих пор выталкивает металлические предметы, которым нет места в официальной истории края. Всмотритесь в эти серые гранитные гребни, которые опоясывают курортную зону, словно костяшки пальцев гигантской руки. Кладбище серых скал. На картах этого названия нет, это топоним, который используют только егеря и старожилы. Для туриста это просто нагромождение камней, по которым удобно лазать в поисках красивого ракурса. Теневая сторона этих скал в том, что они являются местом последнего упокоения тысяч людей, чьи имена были стерты во время хаоса гражданской войны. Здесь, в глубоких расщелинах, находили свой конец целые отряды, зажатые между скалами и обрывами. И земля Борового, пропитанная железом и солью, отказалась принимать эти тела по своим законам. Попробуйте ощутить этот запах. В районе серых скал воздух всегда имеет отчетливый привкус окисленного металла, запах старой ржавчины, который усиливается перед дождем. Здесь почва представляет собой тонкий слой дерна на массивном гранитном основании. Но самое необъяснимое — это поведение металлических предметов в этом районе. Проанализируйте фрагмент отчета археолога-краеведа по фамилии Арсланбеков, который в 1991 году проводил рекогносцировку в северном секторе Кокшетау. Его записи описывают физический феномен, который наука до сих пор пытается классифицировать как геологическую самоочистку. Вникните в суть зафиксированного участок седловина. Мы обнаружили, что почва буквально выталкивает на поверхность артефакты столетней давности. Но это не постепенная эрозия. На моих глазах из-под корней старой сосны медленно вышел штык-нож образца 1914 года. Металл был абсолютно чистым, без следов коррозии и теплым. Стоило мне взять его в руки, как я почувствовал мощный электрический разряд. А через минуту из той же расщелины начали подниматься другие предметы — гильзы, пуговицы, пряжки ремней. Словно гранитный массив Борового, это гигантский магнит, который больше не может удерживать в себе инородные тела, насыщенные энергией насильственной смерти. Приборы зафиксировали в этом секторе гравитационную аномалию, вес предметов здесь на 15% меньше нормы. Словно скалы пытаются выплюнуть память о войне, чтобы восстановить свою изначальную структуру. Арсланбеков тогда настоял на прекращении раскопок, утверждая, что серые скалы — это кинетический архив активного металла. С точки зрения волновой металлогении, это явление — морфогенетическая инверсия ферромагнитных сплавов. Ситуация, при которой кристаллическая решетка гранита, перенасыщенная статическим электричеством, начинает отторгать любые металлические вкрапления, имеющие сложную информационную историю. Специалисты называют это эффектом извержения памяти ландшафта. Почему именно в районе серых скал люди чаще всего находят современные ключи или монеты, которые они потеряли годы назад на другом конце страны? И чьи тени, закованные в кандалы, видят туристы в глубоких гротах скал, если свет падает под определенным углом? Боровое не умеет прощать. Оно умеет только хранить, пока давление не станет критическим. И этот железный дождь из прошлого — лишь начало процесса освобождения. Когда вы увидите на камне ржавый предмет, не спешите поднимать его как сувенир. Вы не знаете, чью историю вы забираете вместе с этим металлом. И если земля под вашими ногами начнет дрожать без видимых причин, уходите. Серые скалы готовятся к следующему выдоху.
Но если кладбище артефактов пугает своей наглядностью, то последнее место в нашем списке — это, где все вопросы остаются без ответов. Спящий титан Кокшетау. Самое сердце горного массива, место, где заканчивается природа и начинается то, что Боровое скрывало от нас с момента сотворения мира. Мы подошли к черте, за которой заканчиваются туристические маршруты и начинается территория, где само понятие «природа» теряет свой привычный смысл. Чтобы понять Боровое, недостаточно увидеть его озеро или подняться на его пике. Нужно осознать его как единое целое. Горный массив Кокшетау — древний гранитный остров посреди бескрайней степи. Но теневая сторона этого величия в том, что Кокшетау — это не горы. Это спящий титан. Гигантское ископаемое существо, чьим панцирем являются эти скалы, и чье сознание мы по ошибке принимаем за атмосферу курорта. Горькая ирония в том, что все, о чем мы говорили сегодня, черные круги на дне Бурабая, ловушки Жумбактаса, резонатор Акжетпеса и шепот сосен — это не разрозненные загадки. Это фрагменты единой биологической системы. Системы, которая старше человечества на сотни миллионов лет и которая рассматривает наше присутствие здесь как кратковременное раздражение на своей древней коже. Ощутите этот вес. Воздух в самом географическом центре массива, там, где гранитные стены смыкаются наиболее плотно, неподвижен. Здесь царит тишина, которую альпинисты называют вакуумным безмолвием. Вы стоите на поверхности, и под вашими подошвами 30 километров кристаллического фундамента. Но если вы на мгновение перестанете дышать, вы почувствуете не ритм собственного пульса, а низкую, инфразвуковую пульсацию всей горы. Один удар в 3 часа. Медленный, чудовищный по силе толчок, от которого по зеркальной глади озер пробегает мелкая дрожь. Всмотритесь в фрагменты секретного отчета группы сейсмологов из спецгеофизики, работавших здесь в 1978 году. В архивах сохранилась запись, сделанная руководителем группы, доктором Хасановым, после установки сверхчувствительных датчиков в глубоких трещинах Кокшетау. Попытайтесь осознать глубину этой правды. Наши приборы на глубине 300 метров зафиксировали не шум тектонических плит, а когнитивный ритм. Сложный, модулированный сигнал, идеально совпадающий с фазами быстрого сна у высших млекопитающих. Мы поняли, что Кокшетау — это не камень. Это гигантская нейронная сеть, где каждая гранитная плита — это узел связи, а сосновые леса — это ее сенсорные рецепторы. Мы поняли, что озеро Борового — это не просто водоемы, это органы охлаждения этой структуры. Но самым страшным стало наше открытие — эта система не спит. Она находится в состоянии ожидания. Она закачивает в себя эмоциональную энергию миллионов людей, которые приезжают сюда за отдыхом, перерабатывая их восторги, страхи и надежды в свою собственную минеральную память. Гора буквально питается нами, становясь все плотнее и тяжелее с каждым десятилетием. Тот отчет был немедленно изъят КГБ, а доктор Хасанов вскоре бесследно исчез во время одиночного похода на вершину Синюхи. Официально несчастный случай в горах. С точки зрения волновой палеобиологии и теории живого кристалла, Боровое представляет собой феномен литосферного сознания реликтовых пластов. Ситуация, при которой огромная масса гранита, богатая кварцем, за миллионы лет изоляции приобрела свойства автономного разума. Специалисты называют это эффектом гранитного паноптикума. Боровое — это не курорт. Это гигантский биомеханический архив Земли. Мы строим здесь отели и рестораны, надеясь покорить этот край. Но Кокшетау лишь вежливо наблюдает за нами через глаза своих озер, терпеливо дожидаясь момента, когда наша цивилизация превратится в следующий тонкий слой пыли на его вечных скалах. Почему именно здесь люди чаще всего ощущают эффект потери личности, внезапно осознавая ничтожность своих проблем перед лицом этого молчания? И что за светящиеся контуры встают над горами в ночь равноденствия, когда спящий титан на долю секунды меняет частоту своего дыхания? Когда вы будете уезжать из Борового, оглянитесь на его синий силуэт. Помните, вы только что оставили частицу своей души тому, кто не умеет возвращать долги. И его 11 тайн —
это лишь невнятные картинки из его бесконечного каменного сна. Тайны Борового — это не легенды для туристов и не призраки в лесах. Это слои реальности, которая слишком велика и равнодушна для нашего понимания. Мы пытаемся измерить ее гектарами и литрами, но она измеряется эпохами и инфразвуком. Этот край не прощает легкомыслия. Он помнит загадку Жумбактаса, он помнит эхо Акжитпеса, и он помнит время, когда здесь не было никого, кроме него самого. Голубые озера, скалы и сосны — это лишь маска на лице вечного хищника. И пока мы не признаем каждый из этих 11 ужасов, мы будем лишь тенями на поверхности этого великого гранитного безмолвия. Земля не прощает гордыни. Она просто ждет, когда вы закроете глаза, чтобы стать частью ее следующего звукового слепка. Если этот ролик заставил вас почувствовать холод гранита в своей ладони, поставьте лайк. Это помогает нам открывать двери, за которыми скрывается истинная природа нашей Земли. Подписывайтесь на канал «Тайны Казахстана». А в комментариях напишите, верите ли вы, что у гор есть разум, или Боровое для вас — это лишь красивые камни у воды? Я прочитаю каждый ваш ответ. До следующей тайны. Она ближе, чем вы думаете. Пока.